Всем привет, это канал Юрганов Лайф, меня зовут Иван. Привет, мои подписчики, привет, гости моего канала. И этот ролик, ребята, будет интересен и полезен для тех, у кого есть в домашнем обиходе робот-пылесос. У меня тоже есть робот-пылесос автоматический. Имя ему Гоша, фирма Redmond, но он творит, я бы сказал, чудеса, но обратно. В каком плане я его запускаю? То есть он у меня сломался. Запускался. Вроде едет прямо, но через какое-то время он будет буксовать на одном месте, поворачиваться. Так, вроде получилось. Смотрим дальше. Пока работает. Он стоял 3 недели без дела. Пока работает. Буквально поработал, наверное, минут 10. Вроде было все в порядке. Я подумал, что уже Гоша исправился. Но на самом деле, смотрите, что творится. Он что на одном месте крутится. Завис и ничего не хочет. Подтолкну его. Давай, дружище. Вперед. Нет. Не хочет. В общем, переставлю на другое место. Вот смотрите, крутится и все. Не может прямо поехать. Упоров, никаких помех нету, но тем не менее крутится. То есть у него заело колесо, я так считаю. Пока у меня Гоша не работал, заряжался, пришлось кота, который пушистый пришлось кота британца Оскара побрить, сделать его, скажем так, львенком или пудельком, чтобы он не разбрасывал свою шерсть. И если Гошу перевернуть, то он вот такой конструкции. Да, конечно, хватает и волос, и шерсти, и пыли. Перед тем, как буду ремонтировать, я все-таки немножко разберу, почищу. Вы увидите, как он разбирается, как чистить. А то, что я предполагаю сломалось, потому что я уже заранее это делаю, это я вам показываю. Смотрите, как легко достаточно крутится это колесико. А вот это уже прям очень сложно. Я предполагаю, что все дело в моторчике. То есть мне моторчик придется поменять. То есть с вот этим колесом, там есть двигатель, вот с ним какая-то и беда. А этот вот инерция хорошая, а этот никак. Более-менее почистил щетки, будет приятнее работать. Вот сколько грязи насобиралось. Это еще немного, я бы сказал. Ну а теперь я буду откручивать вот эти 4 шурупчика, чтобы залезть, добраться до двигателя, который здесь расположен. Достал я это колесо. Вот как оно выглядит. Вот здесь внутри шестеренки, червяки, червячная передача,
сам маленький моторчик, двигатель. Сейчас я его буду откручивать. А внутри имеется пружинка, которая притягивает, скажем так, делает пружинище вот это состояние, и жгутик, который питает моторчик, управляет моторчиком и всем этим механизмом. Сейчас буду его разбирать. Вращаю колесо, и вращается вал моторчика через вот эту червячную систему. Но в любом случае туго, вращается туго, и я предполагаю, что связано все это дело с моторчиком. Разобрал я этот червячный узел, открутил моторчик. Вот так он выглядит. И на нем даже есть маркировка КС 365 14 162. Вот если приглядеться, то возможно вы увидите КС 365 и дальше 14 162. Попытался я найти такой моторчик в интернете, что-то мне давало, что-то не давало, похожие, не похожие. Ну а здесь смотрим, этот узел вращается достаточно легко, ни за что не цепляет, соответственно дело не в механике. А если покрутить моторчик, то он, смотрите, как рывками идет, как будто за что-то цепляется. То есть он работает неисправно. То есть поначалу, то что у меня сначала работал сам пылесос, вроде как исправно, моторчик тоже вроде был исправен, но а потом что-то закусило, что-то пошло не так. В общем, ситуация какая? В интернете я нашел по фотографии подобные моторчики, вернее подобный моторчик, заказал. Честно скажу, стоит он там что-то 70 рублей один, ну то есть 0,95 доллара. И я решил их заказать аж 5 штук. То есть на 1000 рублей на 1000 рублей я вместе с доставкой из Китая заказал 5 одинаковых моторчиков на перспективу. Конечно, вы можете сказать, да зачем тебе столько много, но в любом случае, если окажутся лишними, я смогу их продать на доске объявлений, и кто-то купит. Дело в том, что мне интернет Китая предлагал ждать эти моторчики буквально сколько? Наверное, месяца 2-2,5. Ну, соответственно, кому-то, если быстро понадобится, они у меня есть. Вот. Смотрел я, подбирал чисто по немного и параметрам, и по внешнему сходству, чтобы у меня выступал, скажем так, и сюда, и спереди, и сзади, чтобы я мог, скажем так, этот маховик, или как его назвать, надеть на этот конец. По длине, по размерам, по диаметрам, а также по, скажем так, вот этой резьбе, которой прикручивается сам моторчик во всем этом механизме. В общем, подобрал. Теперь что? Дальнейшие мои действия. Даже кожух, смотрите, один в один. То есть где-то, как вот видите, вот так. Здесь пропилы, высота, все прям идеально. Соответственно, что? Ну, буду ставить этот. Итак, снимаю этот маховичок, снимаю эту шестереночку,
пластиковую, чтобы потом насадить на новый моторчик. И распаиваю вот эти два контакта. Это, я как понимаю, плата управления, чтобы можно было запаять ее сюда. Вот сейчас этим и займусь. Рывками. А если повращать вот эти моторчики, то, скажем так, они легче вращаются, плавнее, я бы сказал. Вот этот вообще мягенький, ровненько. Все моторчики имеют полярность. Здесь на плате написано минус, здесь написано плюс. И на новых моторчиках тоже вот красная меточка, и вот здесь написано плюс. То есть надо будет поставить обязательно так, как должно. Плюс к плюсу, минус к минусу. И примерно будет выглядеть вот так. При этом, смотрите, здесь одни прорези со стороны плюса, а здесь другие прорези со стороны минуса. То есть никак не ошибиться. Для чего это нужно? Ну, я как понимаю, чтобы правильно работало, а не так, что одно колесо будет крутиться вперед, другое назад. Нет, все должно быть идеально. Снял я этот маховичок достаточно легко с вала, просто отверточкой вот так поддел аккуратненько, а шестереночку бокорезами вот так же подсунул, надавил, и оно пошло вверх, а потом уже дальше снял. Все, а теперь буду распаивать эти контакты. Распаял я контакты, но в одном месте, а именно вот здесь я дорожку оторвал, вернее она оторвалась, скажем так, или я оторвал. Имеет какую-то она смысловую нагрузку или нет, я не знаю, но очень, ну так все просто просмотрел, кажется, нигде ни с чем не контактирует, не является таким контактом передающим. Соответственно, я очень надеюсь, что на работоспособность не будет никак влиять. Вот здесь все в порядке осталось, когда отверткой открывал, но сюда эта распайка куда идет, я не знаю. С обратной стороны там такого нету. Самое главное, как я понимаю, вот отсюда, с этого контакта идет сюда, и отсюда идет вот сюда. Самое главное. А дорожку, которую я потерял, вот она. То есть, если присмотреться, вот она. То ли под воздействием температуры она улетела, отвалилась, то ли я сильно ее дернул. Ну, в общем, продолжаю, посмотрим, что из этого получится. Так, беру моторчик, выпрямляю контакты. Так, плюс у нас вот здесь. На этом плюс у нас здесь, соответственно, соединяем. Так, подходит, не подходит. О, идеально подошло. Все, даже тут без зазора. И я сейчас буду пропаивать эти контакты здесь и здесь. Плату я припаял контактом к моторчику. Ну а теперь можно дальше собирать. Итак, вот этот маховичок, он такой достаточно увесистый. Я ставлю на место. Шибко давить не буду, я хочу это сделать на станочке. То есть зажать в тесочках и задавить, чтобы здесь ничто не нарушить. Также и эту шестеренку поставлю, скажем так, на место. И с обеих сторон, вот, о, шестеренка уже встала, смотрите,
О, и здесь становится хорошо. Так, шестереночка, вот она. Передавил, чуть-чуть передавил. Во! Другое дело, все хорошо и здорово крутится. А теперь буду ставить обратно сюда, прикручивать. Крышку только что поставил на место, но я не смог провернуть колесико. Дело в том, что я смотрю, у меня вот эта шестеренка и вал моторчика упирается в эту крышку, в этом месте, вот здесь. Вот здесь. Соответственно, я сейчас моторчик откручиваю, и вот этот вал я чуть-чуть подпилю на наждаке. Укорочу его, скажем так, и тогда все должно уже быть совсем по-другому. Итак, откручиваю. Думал, что все хорошо, но с другой стороны, пускай будет длиннее, чем короче. Когда длинно, можно все это сточить. Сейчас это и сделаю. Болгаркой и шлифовальным кругом только что сточил вал, укоротил его. Посмотрите, он стал короче по сравнению с другими. С такими же. Вот видите, миллиметра 2, наверное, да я, а может даже все 3 и уменьшил. Ну, предварительно я снял, конечно, эту шестереночку. Сейчас ее надеваю обратно, на место ставлю. Все вращается, не мешается, не выступает. И опять прикручиваю. Возможно, что будет, скажем так, в этом месте тоже вал упираться уже в самом пылесосе, поэтому, наверное, тоже сейчас я сточу вот этот излишек. Ничего страшного, должно будет все заработать. Здесь я тоже укоротил, сточил болгарочкой, так же как и здесь. И теперь точно уже буду ставить на место. Проверяю на вращение, крутится легко, и теперь можно собирать. Собрал, прикрутил крышку, и теперь проверяем. Смотрите, как вращается с инерцией. Это уже говорит о многом, о том, что все сделано правильно. Но только я переживаю за ту дорожку. Если дорожку я повредил и не будет работать, значит, надо будет перепаивать. Но в любом случае шансы очень великие, что получится с первого раза. Все устанавливаю теперь в сам пылесос, а потом проверим.
Итак, ребята, полностью прикрутил колесико. Пружинит оно так же, как и это. Теперь проверяем. Смотрите на работоспособность. Помните про инерцию? Это то, которое было. Ну, вернее, скажем так, рабочее. Хорошо вращается. А это? Также. Ну что, давайте попробуем. Прям сразу. Я еще не запускал. И проверим, работает или нет. Нахожусь я в гараже, где это все, скажем так, делал. И включаем. Так, где он у нас? Вот здесь включается. Грязи тут хватает. Здравствуйте, я готов к работе. Давай, дружок, раз ты готов к работе, поехали. Начинаю уборку. А ну, главное, чтобы поехал вперед. Поехал, ребята! Поехал! Все работает! Огонь! Развернулся и назад едет. Все. Отлично. Отлично, ребята. Все здорово. Разворачивается. Ой, сейчас закусит. Волосы зажрет. Ну. Прорвешься? Давай, дорогой. Красавчик. Вращается в разные стороны. Молодец. Итак, ребята, все готово, все работает. И на этих радостях можно, знаете что, убрать эту упаковочную пленку, которую мы год не убирали. И теперь он, скажем так, это символично будет выглядеть, что у нас теперь новенький робот-пылесос Гоша. Обновленный Гоша. Гоша Редмонд. Что же в этом ролике мы сделали, друзья? Поменяли моторчик. Вот этот, как он называется сейчас? КС 365-14 162 на 12 вольт. И дальше еще цифры 17.03. Наверное, дата изготовления 17 марта 2021 года. Очень вполне возможно. КС 365. Поставил замену по диаметрам, по размерам. Такой же, только, скажем так, чуть-чуть длиннее вал. Но я сточил, и все заработало. Итак, у меня еще 4 моторчика осталось. Это для того, чтобы, если сломается, я смог бы отремонтировать. Ребята, это с вами был Иван, канал Юрганов Лайв. Друзья, если вам этот ролик понравился, оказался полезным, если у вас сломался робот-пылесос Редмонд, и вы с помощью этого ролика смогли починить, по крайней мере поменять моторчик, да, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрганов Лайв, потому что вы тем самым помогаете каналу продвигаться выше, набирать подписчиков. Обязательно пишите ваши комментарии, ломается ли у вас, сами делаете, либо заказываете мастеров, сколько отдаете денег. Вот по моим подсчетам, я так примерно прикинул, сэкономил денег я, наверное, максимум как новый робот-пылесос, это 20-ка, да, если, а может даже и больше. А если на ремонте, ну, я думаю, могли с меня, скажем так, десяточку точно содрать, потому что, ну, мало ли. Моторчик, не моторчик, может там мозги там у пылесоса сломались, кто его знает, кто докажет. Но я-то знаю, что это оказался всего лишь моторчик. У вас тоже может сломаться моторчик, и вы знаете, как теперь все это сделать. Итак, ребята, подписывайтесь на канал Юрганов Лайв, ставьте лайки, пишите комментарии, а я с вами, Иван, прощаюсь, до новых встреч и говорю вам пока!